Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сейчас вроде как зима, а вопросы задают о весеннем развитии пчелиных семей. В частности, что такое выравнивание семей, когда делать и зачем. В общем, очень интересный вопрос, потому что непонятный. А непонятный почему? Потому что люди не понимают, что это за штука и зачем ее делать. Это у меня памятка весенней работы на пасеке 88-го года издания. Сейчас мы до нее дойдем. Но понимаете, выравнивание пчелиных семей весной я вам сейчас покажу вот на этой памятке. Где это у меня тут? Москва, 88-й. Где-то я его видел. Ага, вот табличка. Вот. И здесь есть у меня описание. И вот 22-м пунктом идет выравнивание пчелиных семей. Сейчас мы смотрим, когда этот 22-й пункт у нас происходит. Вот, он у нас происходит в середине мая. Эта процедура. Вот она разрисована. То есть выравниваются пчелиные семьи. Выравниваются они после чего? После того, как пройдет весенняя ревизия, семьи сократятся, утеплятся. И после этого идет выравнивание пчелиных семей. Потом закладка трутней маточников. И потом уже идут расширения и отводки. То есть выравнивание весенних пчелиных семей осуществляется сразу после того, как пчелы облетелись. Вы сделали все работы на пасеке, весеннюю ревизию, утеплили, сократили. Поняли, какие семьи у вас слабенькие, какие сильные, и начали выравнивание. Так вот, надо равнять, не надо равнять, и зачем это делает. Потому что на самом деле выравнивание пчелиных семей – дело не обязательное. И вот сейчас я вам буду рассказывать, почему оно не совсем обязательное. Вот две книжечки. Пчеловодство и промышленное пчеловодство. Так вот, пчеловодство у нас делится на два типа. Обычное любительское и промышленное. Вот если мы начнем читать вот эту книжечку и вот эту книжечку, то мы друг друга можем не понять. Ну, то есть, если один пчеловод будет учиться по этой книжечке, а второй по этой, они встретятся, будут между собой разговаривать, и они друг друга не поймут. Потому что промышленное пчеловодство – это не любительское. Это абсолютно два разных пчеловода с абсолютно разным подходом к пчелам. Это абсолютно два разных мира. Любительское пчеловодство – это для себя, для души, для пчелок, чтобы им было хорошо. Промышленное пчеловодство – это жестокая эксплуатация пчел на благо своего кармана, то есть для получения прибыли, то есть для получения товарного меда, воска и всего остального. Вот если мы будем читать любительскую книжечку, то мы там увидим очень много информации, целые разделы о том, как работать со слабыми семьями. И тут в этой книжечке о слабых семьях будут целые страницы, главы, как там семьи исправлять, как с ними работать, как их вытягивать за уши на этот свет. А если возьмем промышленное пчеловодство книжечку, то там о работе со слабыми семьями будет две строчечки всего-навсего, где будет написано: во-первых, не держите слабых семей, держите только сильные семьи. Если у вас образовались слабые семьи, ликвидируйте их, то есть выбраковывайте. А о том, как работать со слабыми семьями, в этой книжечке будет очень мало. Почему? Потому что промышленное пчеловодство не предусматривает работу со слабыми семьями. Иначе, если вы с ними зацепитесь, то это вы погрязнете в этих слабых семьях, и у вас не хватит времени ни на что. То есть промышленного пчеловодства в больших объемах у вас не получится. Со слабыми семьями можно заниматься, когда у вас ульев еще не очень много. Вы просто любите пчелок и работаете с ними для души. Тогда с ними можно возиться. При промышленном пчеловодстве слабых семей не держат. Так вот, теперь выравнивание пчелиных семей. Выравнивание пчелиных семей относится к промышленному пчеловодству. То есть, если вы пчеловод-любитель, то хотите выравнивайте семьи, хотите не выравнивайте. Для чего надо выравнивание пчелиных семей? Вот дело в том, видите, вот эта табличка. Тут все расписано по датам, что, зачем делать, весенние работы на пасеке. Так оно и называется, вот эта штука. Весенние работы на пасеке, рабочая таблица. И написана она для промышленных пасек, ну то есть для больших пасек. Вот эта табличка составлена. И здесь есть этот пункт. Так вот, зачем выравнивать пчелиные семьи? Вот дело в том, что у вас, когда вы проделаете весеннюю ревизию, сократите их, утеплите, у вас семьи могут быть аварийные, могут по какой-то причине ослабнуть. В общем, всякие ситуации бывают. И иногда образуются на пасеках слабенькие семьи. Ну, как мы понимаем, что если пасека у вас промышленная, то у вас в зиму должны идти все семьи, либо средние, либо сильные.
А слабых семей у вас в принципе быть не должно. Слабые семьи могут быть только на любительских пасеках, потому что промышленная пасека предполагает то, что там работает мегапрофессионал с 30-летним стажем, и у него слабых семей не бывает. Так вот, если у вас много ульев, то вам придется выравнивать семьи. Зачем это делать? Этот прием делается для того, чтобы все семьи подвести к какой-то одной единице, то есть к одному стандарту. У вас есть слабенькие семьи образовались, средненькие, сильненькие. Вот вы за счет сильненьких семей усиливаете слабеньких семей, и в результате у вас на пасеке все семьи либо средние по силе, либо немножко выше средних. Но самое главное, что они у вас на пасеке все абсолютно одинаковые. Вот вы их выровняли, и у вас на пасеке все семьи по 10 рамок. Это, конечно, год от года не приходится. Какой-то год бывает 10 рамок, стандарт получается у вас средний такой после выравнивания весеннего. Какой-то год 11, какой-то год 9, какой-то год 8. Все зависит от тех условий, которые сложились осенью и которые складываются весной. Но факт тот, что вот этот прием, весеннее выравнивание семей, он должен привести к тому, результатом его должно быть то, что все семьи у вас должны быть одинаковой силы. То есть, как в армии, все одинаковые. Все пчелы в краповых беретах и кирзовых сапогах. По-другому никак. Все друг на друга похожи. И вот тогда, когда вы работаете с большим массивом пчелиных семей, то есть большое количество пчелиных семей у вас, вы в один день по плану делаете во всех семьях одно и то же. Допустим, там сегодня расширяем, разовые расширения делаем. Трах, на всех 400 ульях своих подоставляли рамки. Вот тут вот дальше написано, видите, вот везде зарядили улей, поставили разовые расширения. Потом ставим вторые корпуса через такое-то времени. Раз, на всей пасеке ставите вторые корпуса в один день на всех семьях. Потому что что? Потому что вы семьи весной выровняли, то есть провели прием выравнивания пчелиных семей, и дальше семьи у вас растут одинаково, в зависимости от тех условий, которые у вас складываются. Да, бывает, какие-то семьи там выбиваются из общего стада, но они обычно выбраковываются. Потому что если у вас много семей на пасеке, то выбраковка одной-двух семей или десятка семей для вас, в принципе, не критическая. Главное, чтобы они вам мозги не компасировали, потому что на больших промышленных пасеках самая главная проблема, чтобы вам слабые семьи не компасировали мозги, потому что на исправление слабых семей у вас времени не будет. У вас пасека большая, работы много. А играться со слабышами, слабыши забирают на себя очень много внимания, потому что со слабышами надо работать буквально индивидуально с каждой семьей, а это занимает очень много времени, и промышленник это не надо, иначе он вообще ничего успевать не будет. И вот весеннее выравнивание семей приводит к единообразию, и, соответственно, к единообразию всех операций, которые вы будете в дальнейшем производить на пасеке, во всех ульях. Они, в принципе, и роиться у вас будут плюс-минус в один день. И отводки вы там будете делать в один день, и маток будете подсаживать в один день, и все у вас будет происходить в один день. То есть вы себе разрисовали график работ на весенне-летний сезон, и по этому графику идете работать по всем вашим 1 миллион с лишним ульев, которые у вас, конечно же, есть, потому что вы большой промысловик. А если вы пчеловод-любитель, то у вас семеек, любительская пасека, она небольшая. Там, допустим, 20 штук. 20 семей – это на самом деле нагрузка на пчеловода небольшая, потому что более-менее нагрузка на пчеловода – это 100 семей. А если вы пчеловод-любитель, то вы можете играться с семьями, с каждой индивидуально, то есть работать со слабыми семьями. Тогда вам надо эта первая книжечка для любителей, где написано, как работать и исправлять слабые семьи. Когда у вас пасека любительская, у вас есть время поиграться. Это даже интересно, понимаете? Потому что промышленное пчеловодство, оно не такое интересное, как любительское. Любительское пчеловодство гораздо интереснее, чем промышленное, но менее денежное, понятное дело. Так вот, если вы любитель, то вам это выравнивание пчелиных семей весной, в принципе, и нафиг не надо. И проводить его не надо, потому что вы можете своим семьям уделять время. У вас его есть, потому что семей немного. И можете с каждой семьей играться. И можете каждую семью слабенькую вытянуть за уши на тот белый свет, на который надо. И дальше они будут себе нормально развиваться. Но для этого надо приложить усилия, время и внимание к этой семье. Так вот, кто спрашивал, надо ли проводить и зачем его проводить? Весеннее выравнивание семей проводится для того, чтобы получить единообразие семей на пасеке, то есть чтобы развести
армейскую инфраструктуру на пасеке, чтобы все пчелы были одинаковые. И тогда что? Тогда вы можете в один день работать с пчелами с большими массивами. А если вы любитель, то выравнивание семей хотите проводить и хотите нет. Никто вам не запрещает его проводить, но в принципе оно для вас не обязательно, потому что у вас времени хватит. Такие вот дела. Но сегодня было такое вот видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось. Все равно ставим лайк, потому что я очень жаден. Книжечки по пчеловодству надо читать, но читать их правильно, потому что там много лишнего для вас есть. И много, конечно, и полезного. Так, ну и не забываем передавать привет моим мохнатеньким чудовищам.